Приветствую всех смотрящих. Вы что-то слышали об... Zero Sievert. Я вот тоже не слышал. Пока мне не попался один тикток, в котором какой-то микрочелик ходит по лесу. Меня это кое-как заинтересовало. Я наткнулся на эту игру в Стиме, и она на первый взгляд выглядела сыровато. Да и плашка раннего доступа не внушала доверия, но при этом были крайне положительные отзывы. Я решил дать ей шанс. Все же мне нравятся инди-игры. И... Как вы поняли, игра мне понравилась. Давайте я вам о ней вкратце поведаю. На момент создания этого ролика я уже успел наиграть 16 часов в игре. И поверьте, это мало. Вначале вам дадут выбрать первоначальную экипировку. После чего вам сразу в лицо пояснят, кто вы, за что вы и что вам надо делать. Это место называется, как ни странно, Zero Sievert. последний оплот человечества в Закове, под управлением местной, как они себя называют, зеленой армии. Мы же один из охотников, людей, которые выходят во внешний мир ради славы и богатств. Правда, мало кто возвращался оттуда. Познакомят нас с двумя NPC, барменом и кондуктором поезда, а также покажут наше место в бункере, которое мы сможем улучшать на протяжении всей игры. Бармен нас посвятит, что произошло в Закове. В 2017 году произошел некий выброс, из-за которого все разрушилось, и мир стал таким, каким мы его сейчас видим. Исследовав бункер, мы найдем доктора, который тоже будет давать нам задания, а также может нас исцелить или починить нашу броню за местную валюту. Еще мы встретим военного, который не пропустит нас дальше в бункер, без пропуска. Но это пока. Окей, берем первый квест у бармена и идем к кондуктору. Он нас отвезет на своем поезде в зараженный лес. И тут вот начинается самое интересное. Как все подмечают, геймплей схож с игрой Тарков. Кто меня видит? Не понимаю, кто, откуда, что, кто стреляет, где стреляет. Так же само ты высаживаешься на определенную область, лутаешь, все подряд и возвращаешься домой. Но в Таркове, насколько мне известно, карта всегда одинаковая. Тут же на каждой попытке карта генерируется заново. Так что даже после нескольких попыток все равно вас где-то за углом ждет опасность. Либо вы случайно наткнетесь на стаю диких волков или кабанов, вас начнет стрелять другой охотник или вас загрызут мутанты. Короче, вы будете умирать здесь очень много раз. Вы, наверное, заметили, в верхнем левом углу, помимо шкалы здоровья и выносливости, есть еще 4 значка. Отдых, голод, жажда и радиация. Отдых показывает шкалу усталости игрока. Чем она меньше, тем медленнее будет восстанавливаться шкала выносливости. Голод и жажда. Чем ниже эти параметры, тем сильнее у вас будет дебаф на меньше переносимого веса. А если шкалы будут полные, то наоборот, прибавка к переносимому весу. Радиация показывает шкалу обученности игрока. Если она дойдет до определенного уровня, то у вас начнутся месячные, раньше срока. И снять дебаф можно будет только после того, как понизите саму шкалу. А теперь, что насчет самой важной части данной игре, помимо бесконечного цикла ваших смертей? Вырезание всего живого на вашем пути. Хотя, боюсь вас огорчить. Игра не одобряет стиль а-ля Wolfenstein, ибо из вас мигом сделает решето. И будете потом сидеть за каким-то камнем и зашивать свое раздолбанное очко. Надо потихоньку выцеливать врагов и поджидать нужного момента для нанесения удара, при этом не забывая смотреть за тылом. И ассортимент из того, чем вы будете вершить самосуд, довольно обширный, при этом огромное количество модернизаций вашего стола с большим количеством различных боеприпасов, которые отличаются своим свойством. Баланс также выполнен неплохо. Враги не ощущаются уперсильными или неубиваемыми. И игрок не Супермен. На любом этапе игры вас смогут прижать, если вы будете нерасторопны. Ладно, удачно вернувшись из вылазки, вас поздравят местные охранники с лишением вашей девственности. Хе-хе, прям как в жизни. После вам будут доступны новые задания от бармена и доктора.
Конечно, большинство заданий из разряда «убей или принеси», но из-за того, что мир каждый раз генерируется заново или может произойти ивент наподобие сброса ящика с припасами, в котором вы найдете довольно хороший лут. Это добавляет немало интерактива. Ну и среди заданий есть и уникальные. Например, выданные военными, которые будут доступны после пары выполненных квестов от бармена. Первое — это найти и убить старого предателя, который осел в старом лесу. Самое интересное то, что вы можете его найти и до того, как получите квест от военных. Его звать Игорь, если что. И взять у него квест на добычу мяса. После чего он взамен будет каждый раз, когда к нему будем приходить, выдавать нам сумку с припасами. Так что убивать его или нет, будет на вашей совести. Второе — найти логово гулей и зачистить. При этом заминировав бочки с горючим и взорвав их. И это всего лишь 2 задания на первой карте, которые мне были доступны. А я уверен, их будет больше. И да, доступных карт в игре еще 4. Вторая карта не сильно отличается от первой, кроме того, что на ней намного больше заброшенных машин и электростанция с аномалиями. Третья карта — промышленный район с кучей контейнеров и складами. Ну и само собой с более опасными мутантами. Четвертое — это огромное болото с огромным количеством аномалий. А пятая область, самая опасная, это торговый центр с большим количеством наемников, но при этом с более ценным лутом на карте. В общем, я думаю, я проведу в игре еще около пару десятков часов, исследуя новые территории. Хотя я и нахваливаю игру, но плашка раннего доступа все же не просто так. В игре присутствует пара багов. Порой вы можете встретить застрявшего в стене врага, скрепленные дома между собой или вовсе выпасть за уровень. Еще в игре довольно скучное начало. Например, вы можете около получаса бегать по всей карте в поисках одного предмета, так его и не найдя. А с начальным рюкзаком вовсе не хватает места на какие-либо ресурсы. Да, и хотелось бы, чтобы игра выглядела более интереснее в плане графики. А то амогусы как-то сбавляют атмосферу. Вот. На этом все. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк или пишите свое мнение в комментариях. Удачного дня. Всем peace.